Всем привет, с вами Алексей Сапачевский. Задали вопрос про короткие шипы, сейчас я его зачитаю, а потом дам на него ответ. Касательно коротких шипов. По вашему опыту, от каких коротких шипов на губке 1,3 или 1,5 мм более, скажем так, ощущается гадкий эффект для противника? Какие бы вы посоветовали попробовать заказать? Хотя бы пару вариантов. Конец вопроса. Тут у нас есть несколько важных моментов. Значит, во-первых, если вы хотите играть пассивную игру в основном этими шипами, а не активную, то тут лучше вообще рассмотреть средние шипы, а не короткие. Средние шипы в целом для пассивной игры более удобны, чем короткие. Короткие более удобны для активной игры. Далее. Что касается вопроса, какие шипы самые противные, то про средние шипы мы недавно как раз выпустили видео именно об этом. Оно примерно так и называется. Ссылку на него найдете под роликом. Там про одни из таких шипов подробно рассказано. А также найдете ссылки на обзоры на этих шипы. Ну, вернемся к вопросу о именно коротких шипах, так как автор вопроса конкретно про короткие шипы спросил. Значит, какая тут ситуация? Многие пользователи при такой постановке вопроса попадают, скажем так, в ловушку. Дело в том, что можно выбрать короткие шипы, которые имеют очень гадкий эффект для противника, но при этом они могут вообще не подходить обладателю. Ну, например, обладатель привык играть сильно тянущими короткими шипами, и у него техника настроена на сильно тянущие короткие шипы, и нет желания там вырабатывать технику под другой тип шипов. И можно при таком подходе выбрать короткие шипы с каким-то вообще совершенно минимальным сцеплением, которыми просто нужно совершенно по-другому играть. Там нужна техника другая и вообще другой рисунок игры с ними. Поэтому нужно учитывать, что не только эффект для соперника важен, но и надо озаботиться вопросом, а смогу ли я вообще сам этими шипами играть. Потому что короткие шипы это такое очень обобщенное понятие, куда входит огромное количество самых разных накладок этого типа. Эти накладки могут друг от друга очень сильно отличаться по множеству свойств. Короткие шипы могут быть очень быстрые, могут быть очень медленные и всякие промежуточные варианты. Сила тяги у них тоже может быть максимально зверская, такая, что во многих элементах они дают большее вращение, чем гладкая, а может сцепление вообще практически отсутствовать, так что мяч зацепить и придать вращение невозможно. Ну и всякие промежуточные варианты. По жесткости тоже могут быть очень жесткие, могут быть очень мягкие и так далее. В общем, все это разнообразие свойств желательно учитывать, чтобы подобрать себе шипы, которыми еще и сам сможешь играть, а не только поставить галочку, что у этих шипов классный эффект, очень гадко все летит для соперника, но, блин, сам ими играть не могу. Мы же с вами понимаем, что не только эффект для соперника в игре очень важен, но и самому еще этими шипами что-то на стол попадать. В общем, я рекомендую этот самый гадкий эффект для противника рассматривать как одно из множества свойств, которые нужно принять во внимание при выборе для себя накладки. Но при этом надо не забыть и про массу других важных свойств, проигнорировав которые можно выбрать что-то совсем не то, чем играть не сможешь. Что касается примеров весьма противных коротких шипов, то я их сейчас назову, но подробно рассказывать о них не буду. Подробно можете посмотреть обзоры, ссылки найдете под роликами, а также у нас на сайте в карточках товара, на них есть информативные описания и множество разных характеристик указано. Вообще рекомендую пользоваться нашим сайтом. Он весьма информативен и его можно с большой пользой применять для того, чтобы выбирать себе накладки и основания, чтобы смотреть, какие у них имеются свойства
характеристики и параметры. Итак, примеры. Inhe Uranus Polyevro в толщине 1,5 мм. Очень даже противно для соперника играет. Inhe Uranus Pro, обе версии Soft и Medium, аналогично. Материал специалист Burnout. Это вообще крайне злобная. Однако обратите внимание и на обратную сторону этой злобности. У нас на сайте написано. Доктор Neubauer Killer. Разные версии в малых толщинах 1,3 и 1,5 мм тоже весьма противно для соперника играют. Думаю, что с примерами на этом можно остановиться, их и так достаточно. Обращаю внимание, что у нас на канале есть множество тематических плейлистов, в которых видео объединены то ли по какой-то абстрактной теме, то ли это плейлист по какой-то накладке или по какому-то основанию, и вы можете интересующие вас темы таким образом более подробно изучать, выбрав нужный плейлист и выбрав в нем подходящие к вашему интересу видео. На этом завершаем и напоминаю, что как только вам что-то нужно из товаров для настольного тенниса, можете обращаться за этим, а мы отправляем по Украине и всему миру в наш магазин TT Maximum. Не только потому, что так можно поставить весомый лайк за наши видео. Просто мы постарались сделать для вас магазин, в котором приятнее покупать. С отобранным ассортиментом, с удобным информативным сайтом, где есть подробные фильтры и множество полезных характеристик. А еще мы помогаем сделать правильный выбор, чтобы покупка вас радовала.